Я так и не дождалась признания от Татьяны Алексагиной, пресс-службы парка Львов Тайган в том, что она обманула своих зрителей, и вся история с попугаем Киры выдумана ею от начала и до конца. 22 ноября 2023 года лживая Алексагина опубликовала видео, на котором хозяйка Киры приносит ее в парк Львов Тайган и высаживает на клетку в бомжатнике прессы рядом с клеткой Жорика. Обратите внимание, что Кира уже была вся общипанная, и это никак не может быть связано с тем, что произойдет с ней в будущем. Хозяйка Киры оказалась не менее глупой, если не знает элементарных вещей о какаду, о которых я расскажу немного позже. Для начала, я зачитаю для вас ее комментарий под этим видео, который Алексагина закрепила. Огромное спасибо всем подписчикам канала за такие теплые комментарии. Почти сутки прошли, как мы вернулись домой, стоит пустая Кирина клетка, навевая грусть. Но эти грусть и тоска, благодаря вашим теплым словам, растворяются в любви и нежности, да еще и просматривая видео нашего приезда в телефоне, имеем только положительные эмоции. Хоть и были слезы, и в пути, и по приезду домой, но нет ни капли сожаления от нашего поступка. Потому что мы отдали Киру в любящие и заботливые руки, тем более, что мы имеем возможность наблюдать за судьбой нашей девочки. А всем хейтерам неугомонным желаю счастья, добра и здоровья. И желаю им обрести настоящее понимание слова «любовь», которое подразумевает, что иногда приходится жертвовать чем-то очень дорогим не в угоду собственному эгоизму. Еще раз спасибо Татьяне и Владу за гостеприимство, за их любовь к своим подопечным, мы искренне рады, что наша девочка любимая в надежных руках. И да, расставаться было очень и очень больно, но мы не стали выносить слезы и сопли на общее. А поделились с вами только нашей радостью. Спасибо всем за поддержку. Сообществу слабоумных зрителей каналов о Тайгане с самого начала начали внушать историю о внеземной любви двух попугаев, которые познакомились по видеосвязи, и паре, которая сформировалась навечно. Я не шучу насчет видеосвязи, посмотрите это видео, которое записала хозяйка Киры. Кир, где наш жених, а? Где наш жених, Кир? Посмотри, какой красивый парень, посмотри, какой у него хохолок. Кир, замуж будем выходить, да? Будем замуж выходить, да? Я бы поняла, если бы эту сказку рассказали ребенку дошкольного возраста. Но мне жутко становится от мысли, что в это действительно верят женщины преклонного возраста, прожившие жизнь, воспитавшие детей и внуков. Теперь к самому главному. Кира и Жора – это два разных вида какаду. Кира относится к желтохохлым какаду, которые обитают на Новой Гвинее и прилегающих островах, на востоке и севере Австралии, на островах Тасмания и Кенгуру. Большие желтохохлые какаду населяют пальмовые и эвкалиптовые леса, парки, сады, поля и саванны с одиноко стоящими высокими деревьями, обязательно недалеко от воды. Очень любят купаться под дождем. Основным лакомством для них являются сердцевина и нежные ростки травы. Попугай Жора относится к белохохлым какаду, который распространен на Малукском архипелаге и на островах Тидор, Батьян, Тернате, Оби и Хальмахера. Населяют леса, редколесье, мангровые заросли, лесосеки, болота, сельскохозяйственные угодья, берега рек, до высоты 300-900 метров над уровнем моря. Питаются плодами, орехами, зерном, семенами, ягодами, насекомыми и их личинками, мелкими рептилиями. Науке неизвестны случаи успешного выведения гибридов после скрещивания разных видов какаду. Это усложняется разным рационом кормления, образом жизни и характером птиц. Бабушки, которые мне пишут в комментариях, что они много лет держат дома попугаев, расскажите, как можно скрестить между собой утку и белого лебедя? Или фазана с петухом. Стоимость одного какаду в среднем 100 тысяч рублей. И их содержание не имеет ничего общего с волнистыми попугайчиками за 350 рублей. Все возмущения защитников Алексагиной связаны только с их невежеством и безграмотностью, благодаря чему ими легко манипулирует пресса, которая знает, что им можно навязать любую глупость, и они в нее поверят. Потому что их мозг остался на уровне развития дошкольников.